Франция и Британия могут дать заднюю, Украину оставят без западных войск. Почему Лондон и Париж начинают отказываться от отправки своих солдат на помощь Киеву? Трамп диктует условия Путину и Зеленскому. РФ должна отказаться от территорий и согласиться на признание сильной украинской армии. Ультимативное условие Кремлю. Какова стратегия Америки? Один за другим в Европе, США и не только заговорили о необходимости поиска компромисса. Кто давит на Зеленского и что отвечает Киев на предложение отказаться от земель? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Киев может остаться без поддержки британцев и французов. Лондон и Париж могут отказаться от идеи отправки тысяч своих солдат в Украину. Причина – опасения, что это может привести к эскалации войны, если договор с Россией вдруг сорвется. Ранее обсуждалась идея разместить британские и европейские силы в украинских городах, портах и даже у атомных станций. Целью была охрана мира после возможного соглашения. Но теперь курс меняется. Ставка, вероятно, будет сделана на восстановление и перевооружение ВСУ, а не на ботинки на земле. Об этом пишет The Times. Тем не менее, часть солдат НАТО может таки оказаться на украинской земле, но очень далеко от линии фронта. Источники издания уточняют, что быть ближе к той линии, по которой, вероятно, пройдет заморозка войны, небезопасно. Далее цитата: «Риски слишком высоки, а силы недостаточны для такой задачи». Британские и французские военные инструкторы будут отправлены в Западную Украину. Это выполнит обязательство разместить силы в стране. Однако они не будут находиться близко к линии фронта, охранять ключевые объекты или защищать украинские войска. Самолеты будут защищать воздушное пространство Украины и обеспечивать прикрытие с воздуха для западных войск на земле. Авторы материала уточняют, что Турция, скорее всего, сыграет морскую роль в будущих планах. Оружие из Великобритании и Европы продолжит поступать, чтобы Украина оставалась в сильной позиции в случае, если Россия нарушит условия любого соглашения. Ничего пока не исключено, и Министерство обороны ясно дало понять, что Британия не готова полностью отказаться от планов отправки войск в страну в каком-либо виде. Сейчас же британцы и французы заняты немного другим. Они пытаются убедить Трампа встретиться с Зеленским уже в эту субботу, после похорон Папы Римского, куда приглашены и Зеленский, и Трамп. Эта встреча может стать первой после их большого скандала в овальном кабинете. В России хвалят Трампа, его позиция полностью совпадает с позицией Кремля. Разговор в частности о Крыме и его статусе. Так Москва отреагировала на слова Трампа, который буквально на днях критиковал Зеленского и задавался вопросом, почему Украина не боролась за Крым 11 лет назад, а сдала его без единого выстрела. И накануне вновь повторил этот вопрос и заявил, что вернуть полуостров будет тяжело. О том, что США требуют от Украины и Европы признать Крым российским, последние 2 недели пишет западная пресса. Вашингтон также может пойти на такой шаг. Это якобы один из пунктов плана Трампа для достижения мира в Украине. Песков отказался в этом случае раскрывать детали. Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана. Повторяем, работа ведется, мы говорим только в отношении себя. Мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны. В Киеве тем временем считают, что Трамп будет максимально осторожным и откровенно требовать от Украины признания Крыма не станет. Хотя его люди могут толкать Киев на такой шаг. Это прощупывание почвы, поиск красных линий, считает украинская сторона. Да и Вашингтон вряд ли пойдет на признание того, что Крым – это Россия. Я абсолютно исключаю, что США это сделают. Они этого не сделают, потому что понимают, что это было бы огромной ошибкой, и это имело бы непредсказуемые и очень плохие последствия, в том числе для США. Они могут требовать, чтобы мы это сделали, и то не открыто. Но открыто они сами никогда не признают. Признают только, если мы это сделаем. А мы этого никогда не сделаем. Поэтому США тоже никогда не признают. Знаете, в политике все может быть. Особенно с Трампом. Но я здесь почему-то уверен на 100%.
Согласно опросам 2023 года, которые проводил Киевский международный институт социологии, большая часть украинцев считала, что Украина должна освободить все свои территории, в том числе Крым. Респондентам предлагали ответить на вопрос о возможном военном освобождении Крыма. Им озвучили два сценария. Согласно первому, при помощи Запада ВСУ должны были освободить и надежно защитить все территории, включая Донбасс, однако без Крыма. А второй сценарий – попытки освобождения Крыма военным путем, однако с пониманием того, что Запад может сократить помощь, а война может затянуться. 64% поддержали второй вариант, в то время как 24% склонялись к первому. Верите ли вы в то, что Украина пойдет освобождать Крым военным путем? Зеленский ранее уже заявлял, что попытается вернуть полуостров дипломатией. Ультиматум Вашингтона. США придумали для России те самые уступки, на которые она должна пойти. Америка требует от Путина признать право Украины на армию. Это полностью противоречит главной цели Кремля – демилитаризации Украины, озвученной с первых дней войны. Об этом пишет издание Bloomberg. Согласие на то, чтобы Киев имел достаточно оснащенную и укомплектованную армию, как того требует Украина и ее европейские союзники, означало бы, что Путину придется отказаться от своей цели демилитаризации Украины, одной из главных заявленных целей войны. Это признак того, что администрация Трампа добивается некоторых уступок от Кремля. По данным источников издания, уже сегодня, в пятницу, американский посланник Стив Уитков лично поднимет этот вопрос на встрече с Путиным. Администрация Трампа хочет, чтобы Кремль пошел на уступки в обмен на заморозку конфликта. Вместе с этим США требуют от России вернуть Запорожскую АЭС под контроль США, обеспечить свободное судоходство по Днепру, а также освободить часть Харьковской области, которую контролируют российские войска. Требования озвучил и лично Трамп. Украина, повторяет американский президент, дает понять, должна будет отказаться от территорий. Какие уступки уже сделала Россия, чтобы приблизиться к миру? Прекращение войны. Отказ от захвата всей страны. Это довольно серьезная уступка. Вы все еще считаете, что Украина должна уступить часть территории ради мира? Это зависит от того, о какой территории речь. Они уже потеряли много. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Украине, но, повторюсь, они утратили немалую часть. Если вы говорите о Крыме, это произошло при Бараке Хусейне Обаме. Я к этому не имел отношения. Это было 11 лет назад. Тогда не прозвучало ни одного выстрела, не было ни боев, ни сопротивления, просто передали. Сейчас спрашивают, можно ли вернуть. Думаю, это будет крайне сложно. Напомню, что накануне Трамп обратился к Путину. Это было гневное сообщение. Он призвал или дал приказ Путину остановить обстрелы Украины. А через несколько часов после такого заявления сделал другое и сказал, что Путин его точно услышал и больше стрелять не будет. Не так уверены в Путине и его способности слышать в Европе. Кая Каллас считает, что Москва не хочет мира. Очевидно, что мы хотим мира, молдаване хотят мира, украинцы хотят мира, европейцы хотят мира. Но реальность такова, что Путин усиливает атаки, и это ясно показывает, что он не хочет мира. Для мира нужны двое, для войны достаточно одного. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы они могли себя защитить. Отмечу, что вчера Трамп, Сирил Рамафоса, президент Южноафриканской республики, с которым встречался Зеленский, а также польский президент Дуда, все как один начали говорить об уступках и компромиссах. Это должен быть компромисс. Я говорю о том, что де-факто этот мир должен, по моему личному мнению, сводиться к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что выиграла эту войну, потому что каждой стране придется в каком-то смысле уступить. Украине тоже придется в каком-то смысле уступить, вероятно, так и произойдет. В какой степени? На данном этапе мне сложно ответить. Зеленский дал понять, Украина готова сделать и пойти на многое, но опять же, потерю территорий признавать не будет. Это нарушает конституцию страны. Мы делаем все, что предложили наши партнеры, кроме того, что мы не можем сделать, потому что это противоречит нашей законодательной конституции. И это понятно, потому что даже борьба за независимость нашего государства, за наш суверенитет и за территориальную целостность – это наше выживание. И здесь мы абсолютно прямолинейны и абсолютно прозрачны. А в РФ вновь считают, что с Зеленским договариваться нельзя. В Министерстве иностранных дел России традиционно начали ставить медицинские диагнозы официальным лицам Украины. Категорически отказался идти на какие-либо уступки и заявил
о юридическом непризнании вхождения Крыма, как он сформулировал, в состав России. И демонстративно изъявил желание вести переговоры лишь о прекращении огня, да и только на своих Зеленского условиях. Подобный шизофренический подход киевского режима вновь показал абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление продолжать эту бойню до последнего украинца. Как считаете, как сильно сможет Трамп прогнуть Путина и Зеленского? Что думаете о тех уступках, на которые должна пойти Россия и Украина? Соизмеримые они или нет? Оставьте комментарий и не забудьте подписаться. Критическая точка. Внимание мировой общественности приковано к вероятной большой войне между Индией и Пакистаном. Накануне отношения между странами невероятно накалились. Причиной таких глобальных изменений стал теракт в штате Джамму и Кашмир, где боевики расстреляли 26 человек, включая туристов и одного гражданина Непала. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, что вызвало резкую эскалацию напряженности между двумя ядерными державами. В ответ на нападение, ответственность за которое взяла группировка Кашмирское сопротивление, связанное по версии Индии с пакистанской организацией Лашкар-е-Тайба, Нью-Дели предпринял ряд решительных мер. Речь идет о высылке граждан Пакистана. Индия объявила о высылке всех пакистанцев, находящихся в стране, включая тех, кто въехал по безвизовой системе, дав им 48 часов. Дипломатические меры. Индия отозвала своего посла из Пакистана, а также официальные лица намекают на возможность трансграничных военных ударов. Кроме того, закрытие границ и прекращение торговли, а также расторжение договора о водах Инда. В Нью-Дели впервые за 65 лет приостановили действие такого договора о совместном использовании вод реки Инд, что обеспечивает Пакистан жизненно важными водными ресурсами. Все 4 шлюза, контролирующие поток воды через плотины и каналы, были закрыты. Это решение вызвало резкую критику Исламабада, который назвал события актом водной войны. Пакистан при этом категорически отрицает причастность к теракту и обвиняет Индию в попытке отвлечь внимание от собственных проблем с безопасностью в Кашмире. Пакистан привел войска в полную боевую готовность, закрыл воздушное пространство для индийских самолетов, а также заявил, что любая попытка Индии перенаправить воды Инда будет расценена как акт войны, и страна задействует весь спектр национальной мощи. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Приходите и смотрите. До встречи.